Всем привет! В этом видео я расскажу историю Монштадта вкратце и в конце добавлю немного интересных фактов про Монт. В этом видео будут слова на немецком языке, и я не знаю немецкого, поэтому буду стараться произносить их правильно. Начнем с истории. 2600 лет назад народ Монштадта был разделен между двумя соперничающими силами. Королем штормов Анемархунтом Декарабианом и королем севера Андреусом. Андреус не мог повредить башню Декарабиана, которая была защищена свирепым штормом, в то время как Декарабиан защищал свой народ. Он не давал им свободы. Они не могли пройти через ветряные потоки, окружавшие город. Надеясь однажды увидеть остальной мир, безымянный Барт возглавил восстание против Декарабиана с помощью элементального духа, который позже стал Барбатосом. Бывшей любовницей Декарабиана Амос и названного рыцаря. Декарабиан был повержен, но цена за победу была дорога. Безымянный Барт был среди тех, кто пал в битве. После того, как Андреус отказался быть архонтом и ушел, чтобы стать единым с землей, Барбата стал новым анемархонтом и изменил Манштадт, приведя земли к наилучшему виду. По окончанию войны архонтов он стал одним из первоначальных 7 архонтов. В какой-то момент родился дракон Двалин, который вскоре подружился с Барбатосом. Э, Спустя Спустя некоторое время Анемархунт покинул Манштадт из-за опасений стать таким же тираном, как Декарабиан. И городом в конечном итоге стали управлять аристократы. К сожалению, в течение тысячи лет они все больше и больше развращались до тех пор, пока сами не стали теми тиранами, превращения в которых Барбатос и старался избежать. Проснувшись от плача рабыни Ванессы, он помог ее восстановлению, и с его помощью аристократия была свергнута. Ванесса основала орду Фавониус, чтобы не дать аристократам вновь захватить власть. Со временем она восстановила власть церкви и получила звание рыцаря-дуванчика. Были собраны 4 хранителя: дух Андреус, принявший вид волка, созданного изо льда и ветра, стал волком севера. Двалин стал драконом востока. Ванесса, вознесшаяся в Селестию, стала соколом запада. А тот, кто носил звание рыцаря-одуванчика на данный момент, это действующий магистр Джин. Соответственно, на время обретала титул, становлясь львом юга. 500 лет назад, после падения королевства Каэнрия, Манштадт был атакован черным змееподобным драконом Дурином, созданным алхимиком по имени Голд. Барбатос призвал Двалина для сражения с Дурином, и после напряженной битвы над драконьим хребтом, Двалин в конце концов одержал победу. Позже, отравленный ядовитой кровью Дюрина, Двалин впал в глубокий сон. 6 месяцев назад текущий магистр ордов Фавониус Варка повел большинство рыцарей ордена в экспедицию в неизвестные земли, оставив Джин в качестве действующего магистра. В начале истории Манштадт подвергается нападению пробудившегося Двалина, который, будучи под действием яда, поверил Ордену Бездны и решил, что Барбатос и Манштадт предали его. Из-за этого люди назвали дракона Ужас Бури. Позже путешественник или путешественница Венти и Джин и Дилюк совершили поход в его логово, очистили яд, причиняющий боль Двалину, и спасли его из когтей Ордена Бездны. Теперь интересные факты про Манштадт. В игре Манштадт считает символом одуванчик, полет и вино. Это то, чему Манштадт научился у Архонта Ветра, чтобы построить Манштадт. Розы в Манштадте вместо любви олицетворяют поговорку: как закупоривают винные бутылки, так и мои уста запечатываются. Это побуждает людей хранить секрет друг друга. Горожане и жители Лиюэ часто высмеивают Манштадт за то, что они являются городом без правителя, заброшенным богом.
с боком, который бросил их, демонстрируя контрасты между тем, как другие относятся к свободе и конституции. Они также не знают о причинах, по которым Анема Архонт решил не править Mondstadтом, что может указывать на то, что любой другой регион разделяет то же мнение. В трейлере превью глав Тейвата под названием квеста «Путешественник, поймавший ветер» есть строка, написанная тейватской латиницей. Она гласит «Mea libertas meus canor». Это переводится как «Моя свобода, моя песень». Многие персонажи носят перчатки, цвет ладони которых отличается от цвета тыльной стороны. Это может быть связано с тем, что ладонь сделана из другого материала, и дающих не скользить рукам. Эта мода уникальна для Mondstadта. Mondstadt — единственный регион в столице, которой отсутствуют фоновые NPC. Этимология. Mondstadt в переводе с немецкого означает «лунный город», а архитектура Mondstadта вдохновлена фахверковыми домами, средневековыми зданиями, типичными для Германии. В официальном английском переводе манги название иногда сокращается до Монд. Именно так оно переводится на китайский, а также на японский и корейский языки. Культурные отсылки. Mondstadt вдохновлен в основном немецкой культурой, а также различными другими культурами Северной Европы. С точки зрения культуры и ландшафта, Mondstadt очень напоминает немецкую землю Рейнланд-Пфальц. Винная культура доминировала в этом регионе на протяжении 2000 лет. Многие исторические деревни и города построены как Mondstadt в стиле фахверковой культуры с величественными готическими соборами. Пейзаж Рейнской области пышный и зеленый. Холмистые местности сменяются высокими и крутыми скалами. Здесь находятся самые крутые виноградники в мире. Как и Mondstadt, пейзаж Рейнской области усеян руинами древней цивилизации римлян. У многих персонажей Mondstadта немецкие имена или титулы. Кли в переводе с немецкого означает «клевер». Фишель, принцессин дер Вендерлюнг, означает «принцесса осуждения». Альбеда, Крейдерн принц, означает «принц мела». Родословная Дионы из Кетцляйна означает родословную котенка. Ежегодный весенний фестиваль в Mondstadте называется Виндблюме, что в переводе с немецкого означает «цветок ветра». Шрифт письменности Mondstadта представляет собой разбитую и зеркальную версию фрактур шрифта, наиболее типичного для немецких стран от Средневековья до начала 21 века. Его до сих пор можно увидеть на многих вывесках или старых домах в Германии. Однако сам язык английский, вероятно, для облегчения международного понимания. Самая важная статуя Барбатос стоит в долине ветров под массивным дубом. Дуб является национальным деревом Германии, поэтому дубовые листья являются важным символом на большинстве немецких военных орденов и валюты. Де-факто правящим органом Mondstadта являются рыцари Фавония, которые отражают государство Тевтонского ордена, в котором великий мастер ордена является главой государства. Mondstadt также называют вольным городом или городом свободы. Этот титул был присвоен суверенно управляющим городам-государствам Священной Римской империи, средневекового предшественника современной Германии. Сегодня официальное название немецких городов, особенно городов Ганзейского союза, таких как Гамбург и Бремен, по-прежнему имеют приставку «свободный город». Хотя национальная птица Mondstadта инь с китайского переводится как сокол в английской версии, на самом деле это чаще означает орел или ястреб. Орел — один из самых значительных символов Германии и Федеративной Республики Германии. Бундесадлер — федеральный орел на немецком языке, в качестве своего герба.
принимают в качестве своего герба. Это преемник Рейхсадлер, императорский орел, Священной Римской империи, которая в свою очередь происходит от древнеримского орла, символа римских легионов. Die Luft der Freiheit weht, что означает «веет ветер свободы». Известный немецкий девиз, происходящий от латинской фразы, написанный немецким поэтом, лауреатом и гуманистом Ульрихом фон Хутеном. С эпохи романтизма немцы называют свою страну «Das Land der Dichter und Danker» – «Земля поэтов и мыслителей». Манштадт также известен как страна поэзии. Соответственно, в оригинальной китайской версии, а также в японской версии игры, самый большой отель Манштадта называется Гранд-отель Гёте. Йоганн Вольфганг фон Гёте был самым выдающимся немецким поэтом эпохи романтизма. В английской версии игры, вероятно из-за ошибки перевода, вышеупомянутый отель называется Гот Гранд Отель. Гёте также внес большой вклад в философию свободы. Самые известные цитаты из его Magnum Opus «Фауст» включают в себя: это послание слова мудрости. Тот заслуживает свободу, как и жизнь, кто должен завоевывать ее каждый день. С немецкого «Das ist der Weisheit letzter Schluss der Verdienst Freiheit, was das Leben der täglich sie erobern muss». Первый пункт, который цитирует как английское название особое блюдо Моны. Собачья гончая, которая, как и говорится в игровом архиве, берет свое начало в Манштадте, имеет характерный рыжевато-коричневый цвет и рисунок меха немецкой овчарки. Иногда икона Манштадта состоит из столбовой мельницы с 6 лопастями, которая обычно встречается в средневековой Европе. Значок Анема опоясывает ветряную мельницу и напоминает крупную хищную птицу. Всем спасибо за просмотр. Кто новый, подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк. Я стримлю на Твиче, и у меня есть группа в ВК. Ссылки на Твич и на ВК есть в описании моего канала. Еще раз всем спасибо.